Вьетнам – это рай для любителей стритфуда. Есть как дорогие места, так и супер дешевые. Но вообще, это больше похоже на искусство, как за небольшие деньги можно сделать что-то действительно вкусное и красивое. Путешествуя по Азии с небольшим бюджетом, особенно по Вьетнаму, вы можете не беспокоиться как минимум о 3 вещах. Первое – это транспорт. Здесь всегда можно добраться из любой точки куда угодно за приемлемую цену. Это может быть как мотобайк, такси, так различные автобусы. Второе – это жилье. Различные гестхаусы, мини-отели. Одну ночь можно найти от $5. И третье, чем Вьетнам славится больше всего, это огромное разнообразие различной вкусной уличной еды. И сегодня я покажу вам, как можно очень вкусно поесть дешевле, чем за $1. Это стритфуд дешевле $1. Первая часть. Поехали! Первое место, которое я покажу, можно считать настоящим вьетнамским деликатесом. Это вьетнамские блинчики бан сео. Начинка чаще всего это креветки, свинина и различная вьетнамская зелень. А вот сами блинчики это нечто необычное. Во-первых, они готовятся на основе кокосового молока, рисовой муки, и туда добавляют большое количество различных специй. Например, куркума, немного соевого соуса, молотый перец и что-то еще. То есть вкус самого блинчика довольно сильный и отлично сочетается с начинкой. Cô đưa nhiều phải không nhiêu? Стоимость одного такого блинчика всего 5000 вьетнамских донгов. В рублях примерно 15 рублей. Мы заказали 8 штук, этого за глаза хватит, чтобы наесться. И к ним всегда подают вот такой вот типа суп, он на основе рыбного соуса, различных специй, и туда добавляется всякая вьетнамская зелень. Но я большой любитель остроты, я туда добавил еще очень много вот этих перцев чили. И смотрите, в чем отличие, как едят местные. Они вот этот блинчик кладут в суп, он там размякает, и они потом вместе с супом все это едят. Но я привык их по-другому немного есть. Беру немного вот этого вот соуса или супа с остротой, добавляю внутрь и пробую как обычный блинчик. В общем, да, острота, блин, то, что ожидал, очень вкусным, именно как деликатес. Блинчик хрустящий получается, начинка внутри очень горячая, то есть лучше подождать немного, прежде чем пробовать. И креветка внутри, я не знаю, почему у них такое правило, она не почищена от хитина. Мне нормально, я всегда с хитином ем. Съели по 4 штуки, получилось это по 20 тысяч на человека, это действительно меньше $1. И дневная норма для меня остроты достигнута. Поехали в следующее место.
И второе место, куда я приехал, называется Banh Mi. По-вьетнамски, если Banh Mi Chо. Правильно? Banh Mi Chо. Что в переводе на русский можно примерно перевести как «тебе придется немного подождать», потому что здесь постоянно много народу. Как вы заметили уже, здесь постоянно все готовят голыми руками, без каких-то перчаток и так далее, потому что, во-первых, во Вьетнаме все братья, во-вторых, здесь никаких нет санспид-надзоров и так далее. Но при этом, сколько я уже, больше 5 лет живу во Вьетнаме, ни разу не отравился, причем часто питаюсь в таких местах. И, наверное, я вот сейчас подумал и понял, почему я так сильно во Вьетнаме поправился. Давайте я закажу себе свои самые любимые начинки, попробую, покажу вам. Так, я заказал себе вот эти мясные шарики, вот это мясо, яйцо, огурец, остроту естественную и вот этот лук. Это такой слегка маринованный лук. Но вот они настолько быстро делают, что я за ними даже не успеваю. У них тут все на потоке. Вот это вроде для меня сейчас делают. И все, так быстро. Вот что внутри. Как я и просил, остроты здесь огромное количество. Да и мяса тоже, кстати, много. Вот такой багет стоит всего 20 тысяч донгов. Это по-прежнему меньше $1. И этим вполне можно наесться. По вкусу сейчас попробую, скажу. По вкусу он очень мясной, с привкусом таких тефтелек и довольно-таки острый. И самое главное, что стоит сказать, почему люди в больших количествах очень любят, очень уважают стритфуд, не потому что он такой дешевый, а в первую очередь именно потому что он очень вкусный. Это был стритфуд дешевле $1. Первая часть.